Так, запустилась, кажется. Всем привет. Не знаю, есть ли тут кто-то еще или еще никого нет, но я уже есть. Отпишитесь, если кто-нибудь есть, слышно меня или видно, или не видно, или не слышно. И, собственно, можем приступать. Так, я сегодня подготовила небольшой списочек вопросов, которые мне задавали, чтобы в промежутках между вашими сегодняшними вопросами отвечать на них. Потому что не всегда удобно, на самом деле, в комментариях отвечать, не всегда удобно в личной переписке отвечать, а даже в личной переписке как бы обычно удобно, но много текста. Собственно, по вопросам. У меня задавали вопросы насчет прививок. Да, я привилась с первой прививкой вместе с мужем. Мы укололи Pfizer. Пока только первая. Через месяц будет вторая, и, собственно, все, мы свободны. Дальше. Прививка у нас проводится... О, привет! Помню вас, мотодальнобой. Здорово, рада видеть. Как у вас дела? Вы там в Испании или в Ирландии? Уотерфорд. Вижу. А когда в Испании? Привет! Надеюсь, увидимся и в Испании, как минимум точно, потому что мы уже вот-вот на низком старте. Кстати, об этом тоже были вопросы. Какой у нас процесс, что у нас нужно сделать до того, как мы поедем, и до того, как, собственно, мы доберемся до яхты. Кстати, у нас сегодня случилось вообще чудо чудесное. Внезапно захожу на камеру на яхту, а она не ловит. Просто не работает камера. И я такая думаю, что делать вообще, что происходит? Потом смотрю на календарь, 1 августа. Думаю, ага, понятно, симка перестала работать. В общем, пока разобрались, как ее пополнить отсюда, но, слава богу, заработала. Слава богу, все хорошо. В Испанию, может, в сентябре. Да, мы тоже, наверное, где-то в сентябре. Сейчас допрививемся. Да, мы получили ВНЖ, продлили ирландский. Кстати, вот на этой неделе пришла нам обоим карта. И теперь муж может подать на визу испанскую. Мне как бы не надо, а вот мужу, чтобы получить визу, необходимо было не просроченную эту карту ВНЖ. Но она не была просрочена, у нее подходил срок годности, и с такой карты нельзя податься на визу. Приветик, Лаврентий Палыч. Рада видеть. Вот, так что муж пытался податься на визу в субботу вчера, но у них не работает сайт, и через сайт этого сделать нельзя. Это вообще такая странная история, как они там работают. Я понимаю, что в Ирландии никому не нужно получать испанскую визу. Мы как бы такое население, не имеющее никаких прав, как говорят. То есть про нас вообще никто не думает, что есть в Ирландии люди, которым может понадобиться получить испанскую визу. Короче, совершенно непонятно будет, как быть. Привет! В общем, будем в понедельник решать этот вопрос. Муж как только получает визу, наверное, мы туда съездим. Съездим где-то... Мы решили остаться в Фейсбуке до сентября, потому что в сентябре будет премия, будут там какие-то бонусы, акции, и не хочется их терять. А за это время мы проходим собеседование, муж проходит собеседование в другие компании, в том числе не только в испанские, мы в Нидерланды, и даже одна в Лондоне. Нам подходит, в принципе, лондонская нам не очень подходит, нам подходит любая, которая находится в Шенгене, которая делает разрешение на то, чтобы там находиться, чтобы там жить. Вот, поэтому мы проходим собеседование в кучу разных корпораций, в кучу разных фирм, которые заинтересованы в моем муже как в сотруднике и готовы платить достаточно денег, чтобы нам было это интересно. Так что до сентября мы пока решаем все эти вопросы. Тут до сентября остался месяц всего-навсего. Я не знаю, наверное... Я сейчас занимаюсь активно, собираю вещи. У меня весь дом в коробках, я не покажу, но честное слово. Я вообще сегодня собиралась стрим погулять, но там 14 градусов, там такой холод, что я подумала, да ну его, не. Я вышла такая на улицу покурить, думаю, дождь, холод собачий, я хочу в Испанию, просто хочу в Испанию. Я думаю, мотодальнобой меня очень хорошо понимает сейчас, потому что
Мы с ним вместе летели из Испании в Ирландию, вышли с самолета и просто обалдели. Ливень, ужас, и холодно. Я уже устала мерзнуть, я уже устала. Привет из Краснодара, Анатолий Машнев. Привет! Привет Краснодару. Я в Ирландии, я в Дублине, тут 14 градусов, тут дождь каждый день. Было чуть больше недели солнца, и это, видимо, все было ирландское лето. Оно как бы хорошо хоть на выходные попало это лето. Хорошо, но мало. Солнышко было, тепло, замечательно. Все закончилось, теперь каждый день дождь опять. 38 градусов – это где? В России или в Испании? В Малаге. Ну, кто бы сомневался, что там все хорошо. Я вообще не сомневаюсь. Я очень хочу сейчас куда-нибудь в тепло, к пальмочкам, к морю. И в Малаге, ну, конечно, нет сомнений, что там все хорошо в Малаге. Но у нас в Ирландии немножко другие обстоятельства, и я надеюсь, что мы отсюда скоро слиняем куда-нибудь на юг, куда-нибудь в тепло, куда-нибудь к морю. Вот. Так, в Сочи 33. Да, но в Сочи у меня нет лодки. В Сочи мне негде жить. У меня в Крыму есть где жить, в Феодосии, а в Сочи нет. Да-да-да. После Испании будто в ведро окунули. Ха-ха, это точно. Может быть, даже не с дерьмом, а может быть, просто с дождем, потому что, ну, соответственная погода вообще, ничего не меняется. С моей лодкой все отлично. Только что заходила на нее, смотрела, стоит как родненькая, как вкопанная, привязана. Секьюритат ходит мимо, смотрит. У нас там закрытый причал, на который имеет доступ только 3 коллеги с нашего причала. У нас там как бы охрана и камера висит, и все с лодкой хорошо, следим. Лодка уже месяц, получается, как мы ее оставили. И, надеюсь, в ближайшее время мы к ней вернемся. С ней вроде бы все хорошо, насколько я могу судить. Чуть уже не сглазить, я надеюсь, она меня дождется, потому что, честно говоря, я никогда не занималась консервацией лодок, я никогда, я не знаю, что сделать с ней, чтобы с ней все в порядке было без человеческого присутствия. Что я сделала? Я опустошила танки, налила туда небольшое количество хлорки, то есть, точнее, даже не так, я налила хлорку в полные танки, так, чтобы был маленький-маленький легкий запах. Ну, буквально там, я не знаю, грамм по 50 в каждый бак. У меня 4 бака. Потом я эти танки спустила максимально скоро. Ну, естественно, спустить их полностью не представляется технически возможным. Я их спустила, ну, вот насколько вот поступает вода в насос, насколько насос смог выкачать. Я налила хлорки в галюны, попрятала все шкоты в пакетики, чтобы они там от ультрафиолета не разрушались, спрятала парус, насколько смогла, спрятала тузик от ультрафиолета, под солнечную панель накрыла. Что еще я там сделала? Пооткрывала все шкафчики, высушила максимально все перед отъездом, все дверки пооткрывала. Я, честно говоря, не знаю, что особо делать с лодкой. И вообще я собиралась уезжать там на 3 недели, на месяц максимум. А получилось, что вот мы уже месяц как, и еще мы туда не едем. То есть еще, я думаю, что где-то на месяц это все задержится. Так что, ну, я надеюсь, что все будет хорошо. А что будет нехорошо, ну, придется потом как-то решать. Надеюсь, что галюны не завоняются, хотя они наверняка завоняются. Там, как бы, когда лодка закрыта, в ней застаивается воздух, а в Испании очень жарко, и этот застоявшийся воздух, он начинает, ну, вот, если там влага из галюна или что-то такое, оно заванивается, оно просто там заводятся какие-то микроорганизмы, и получается просто живой бульон. Там открываешь галюн, и на тебя просто там детки ручки тянут и кричат «Мама!». И вот это вот, конечно, воняет все дико, поэтому я налила туда хлорку. Так, сколько стоит стоянка для 34 футов? Для 34 футов, смотря где. В Барселоне, сейчас скажу, там, где я стою, у меня тут есть расписание цен. Одну минутку, 30 секундочек, сейчас найду. Вот. Значит,
34 фута – это сколько в метрах? По-моему, что-то до 12, да, получается? Если до 12 и шириной до 4, то в месяц стоит 397 евро, а в год 4200. Это в той марине, в которой я стою. Но на самом деле это очень дешевая марина, но там такой нюанс этой марины, что там не так много мест, там довольно мало. Ну, то есть марина, она очень большая, там около 1000 яхт, но всю эту марину отрезает от моря мост, который 16,5 метров высотой. И под этот мост не все могут пройти. У меня мачта 17,04, и мне харбор-мастер сказал, что в принципе где-то там на отливе бочком с уголка можно протиснуть, и они меня даже согласились провести, если вдруг я захочу переставиться. Но я что-то так подумала, не очень я так хочу вообще. Мне как бы лучше к морю иметь выход свободный когда угодно. А вот с таким вот выходом к морю когда угодно из этой марины, там только один пирс, один причал. На этом причале 10 мест. И все, и вот как бы все. Но на самом деле там, когда я пришла, было занято 7 мест, а когда я уходила, там занято было 4 места. А сейчас я смотрю по камерам, там, ну, там внутри лодки только стоит вообще. То есть места есть. Но надо как бы подразумевать, что их может не быть перед тем, как, если вдруг решите идти, позвоните, забронировать себе место. Потому что в остальную марину только катера могут становиться, либо маленькие лодочки, у которых низкая, ну, короткая мачта. Вот у меня тоже короткая мачта относительно моей лодки, но я туда не пролажу. Вот. Так, что у нас еще? Вопросики. Пишите вопросики, или я буду зачитывать, что мне тут понаписывали. Господи, что ты написала-то? Затраты в Ирландии. Затраты в Ирландии меня расспрашивали, ну, потому что, в принципе, мы сейчас пришли к решению, что нам, ну, мы довольно много зарабатываем, и нам столько просто не надо. Нам бы попроще работу, чтобы меньше рабочих часов было в неделю. И мы, в общем-то, сильно сэкономим, если мы уедем из Ирландии. Нам просто, ну, незачем рвать жопу ради такой высокой зарплаты, чтобы стрессовать, там много работать, вот это вот все. В Ирландии мы очень много платим за жилье. У меня вот очень дешевый дом, мы его искали месяца 2, наверное, чтобы найти с агентами там, и мы снимаем за 1500. Во Франции есть дешевле, да, во Франции есть дешевле. В Испании, ну, мы искали конкретно Испанию, нам нужна конкретно Испания была, поэтому мы не хотели во Францию. У нас во Францию как раз очень просто переехать, нам даже увольняться не надо, потому что во Франции есть, ну, вообще там не прокатило, но тем не менее во Франции есть офис Фейсбука, и нам во Францию даже проще было бы переехать, но мы хотели именно в Испанию. На юге Испании буду когда-нибудь. Ну, в данный момент как бы конкретного плана нет. Ну, наверное, когда-нибудь буду. Почему нет? Я не могу сказать, что я там никогда не буду. Надеюсь, буду. Просто сейчас конкретный план добраться вообще, в принципе, хоть куда-нибудь в Испанию. А уж там юг, не юг. Да, думаю, доберусь когда-нибудь. Почему нет? А в Малаге, именно если конкретно, ну, не знаю, в принципе, мы-то на яхте, наверное, походим какое-то время, прежде чем поднимать ее на зиму или на следующий год. Я не знаю, когда мы будем. Когда мы все-таки решим делать капиталку, размеры моей яхты 46 футов. Но это 40, смотря где мерить. Как выяснилось, что яхту можно мерить очень по-разному. Если мерить для марины, то у меня 42 фута. Если мерить по-честному, 46. Вот. На яхте, да, будем, наверное. А вы в Барселоне не будете случайно? Приходите. Познакомимся. Да будем, я думаю, почему нет. Но вообще, на самом деле, мне хочется очень вернуться на Балеары, потому что когда мы шли с Черногории, мы шли через Балеары, ну, такой путь, потому что мы не знали, куда идем конкретно в Испанию. Мы шли то ли в Мелемар, то ли в этот. Ну, в общем, мы не знали, куда идти, мы все еще были в поисках Марины. И мы пришли на Майорку, и я просто обалдела, там так классно, там так чудесно. Я никогда, нигде в мире не видела такого. И последние сутки перехода вот этого из
с Майорки до Барселоны, это было какое-то чудо. Это просто была какая-то магия. В рот мне ноги. Вот эта вот последняя ночь, когда все вокруг светилось, море светится, медузы салатовые светятся, дельфины прям возле тебя выпрыгивают из моря. И я выхожу на нос яхты, черное бесконечное небо, глубокое в звездах. Нигде нельзя увидеть столько звезд, сколько на яхте в открытом море. Просто бесконечная глубина звезд, и вниз смотришь, вода прозрачнейшая, прозрачнейшая, и везде вот эти вот блестки планктона светящегося. И внизу такое ощущение, что просто под водой космос многоярусный. И вверху космос, и внизу космос. Все светится, все какие-то над Барселоной какие-то летательные аппараты там летали. Ну, частные самолетики, я так поняла, уже потом какие-то. Ну, там очень много частной авиации. И, видимо, их мы видели, потому что всякие разные объекты там повсюду летали. И это было просто нереально круто. Не страшно ночью на яхте. Ну, как сказать. После первого перехода после первого перехода из Хорватии в Черногорию я думала, что будет страшно. Потому что меня как бы напугали, мне сказали, что ночью ходить опасно, ночью ходить страшно. И я действительно сама думала, ничего ж не видно, как вот это вот. А впоследствии, когда мы шли уже из Черногории в Испанию, я поняла, что ночью идти прям самый кайф. Вот ночью самый кайф. Во-первых, реально все далеко видно, потому что все объекты имеют какой-то свет, и, в принципе, по этим огонькам всегда можно понять, что это за объект, и примерно даже предсказать, с какой скоростью он может или не может двигаться. И сразу понятно, его направление по зелененький видно или красненький, то есть ночью кайфово ходить, ночью не страшно совершенно, и практически не бывает полной темноты. Было пару раз, когда был туман, было страшно, когда был прям очень густой туман, и вообще ни черта не было видно, там на расстоянии вытянутой руки, реально было страшно идти. Мы шли очень маленькой скорости, мы там сбросили до минимальной, до какой можно было вообще сбросить, чтобы нас не сносило. И было немного страшно, но мы там смотрели в оба, прям просто вот стояли, вот так вот головой крутили, на любые звуки там реагировали, пытались там как-то, хоть как-то сориентироваться. Но это было несколько часов такого густого тумана, и потом он сошел, и уже было более-менее видно, появилось там кусочки неба сначала, потом над водой начало рассеиваться, и прошло все. И из таких интересных ночных было, когда было полное новолуние и не было луны. Тоже в принципе, ни черта не видно. И если в открытом море, такой непонятно, где заканчивается небо, где начинается море, непонятно, где находится горизонт, такое чувство легкой депривации, такое ощущение, что просто посреди ничего находишься. Так, что у нас тут пишут? Сложно ли найти недорогую яхту? Да нет, не сложно. Смотря... Недорогую, хорошую сложно, а недорогую, просто недорогую, да вон в Швецию, пожалуйста, там по 500 евро, всегда есть варианты по 1000 евро, это, по-моему, очень недорого. Если в Швеции только маленькие яхты, больших там практически нет, там особенности местного судоходства, там только в основном маленькие, большую найти там очень сложно, и это будет очень дорого. Большие надо искать на юге, и где-то в Средиземка, Штаты, если вам туда удобно. В принципе, на севере только маленькие, зато дешевые. Ребята уже вернулись на свою лодку. Да, ребята вернулись на свою лодку, буквально они через 2 дня взяли самолет, как мы добрались до Барселоны, и они взяли билеты и улетели. Сейчас они уже в Греции, они там уже ходят на своей яхте, у них все хорошо, слава богу, насколько мне известно. Не очень они выходят на свет, поэтому я не знаю, честно говоря, деталей. Не в курсе. Но все, они уже на своей яхте, да. В пределах 20-30 тысяч евро. Да, конечно, в пределах 20-30 тысяч евро яхту найти – это вообще не проблема. То есть зависит от того, чего вы хотите вообще, какие у вас требования к этой яхте, какой размер вы хотите, какие удобства, сколько кают, в каком состоянии двигатель. Это очень сильно влияет на цену яхты, в каком внешнем она состоянии, когда там и капиталились какие-то ее важные части, там, допустим, корпус или двигатель. Вот от этого, конечно, цена зависит. У меня были 3 характеристики. Не меньше 40 футов, не меньше 3 кают. И я выбирала, чтобы корпус, двигатель, мачта были живые.
То есть это были вот такие параметры, по которым я выбирала. И я хотела, ну как, мы искали на самом деле в районе 30-ки, но мы готовы были до 50 рассматривать. Но хотелось все-таки купить в районе 30-ки, 35, и остальные деньги просто вложить в ее реновацию, потому что в любом случае, покупая бэушную яхту, нужно много в нее вкладывать. Поэтому, ну, все так и получилось. Больше 40, от 3 кают, хороший двигатель, все в порядке с корпусом, и с мачтой все в порядке, и 30 тысяч. Вот. Сильно ли укачивала ночью? Меня вообще не укачивало. У меня вообще какая-то чудесная штука случилась. Я не знаю, я так поняла, что это не у всех так случается. Меня вообще не укачивало. Вообще. То есть даже в первый день. Ночью укачивает не сильнее, чем днем. Точно так же никакой разницы вообще нет между этим. Укачивает обычно первые там сутки. Иногда, если там человек сильно чувствительный, то может укачивать там первые 2, ну, может, 3 дня, если там... У нас так сложилось, что мы первый день, в первый переход, первый суточный переход попали в шторм. И этот шторм, он нас прикачал, не дай боже, синяков наставил, мы были все равномерно синего цвета, прикачанные, и больше нас не укачивало все 3 недели, сколько мы шли. А вообще, в принципе, ночью вообще не укачивает. Меня не укачивало даже в первый день, я не знаю почему, возможно, просто на эффекте, на адреналине, потому что шторм, потому что я как бы переживаю, на меня такая ответственность. Я вообще очень, волновалась за этот переход, чтобы все было хорошо, чтобы все было подготовлено, чтобы там мы ничего не забыли, чтобы никаких там, ничего не случилось. То есть, и вообще первый раз, по сути, мы в открытое море выходили, и, может быть, на нервах, на стрессе меня не укачивало, я не знаю. Но меня вообще не укачивало. Ребят укачивало первый день, потому что реально сильные волны были, нас швыряло по всей яхте, нас било в каждый угол. Постоянно там на 90 градусов яхта вот так вот гуляет. Било сильно. А потом мы уже шли лайтовые, уже когда подошли к Испании, мы вообще уже попали в какой-то такой шампайн-сейлинг, релакс сейлинг, и нас вообще шли по гладкому морю, без волны, вообще все очень кайфово, потеплело уже, когда мы туда дошли, уже прям все было очень хорошо. И просто приносило огромное удовольствие, никакого дискомфорта уже не было. И я же говорю, вот последние сутки, когда вот между Майоркой и Барселоной, это была самая просто магия какая-то. Это реально вот просто масса удовольствия и никакого дискомфорта. Понравилось ли путешествие? Ну, я бы повторила, да, скорее понравилось. Потому что, есть какие-то моменты, от которых ты сильно устаешь, выматываешься, например, вот сон по 4 часа, вахты, но ты к этому привыкаешь, и, в принципе, ты в это втягиваешься, оно перестает тебя выматывать, ты как-то уже начинаешь. На самом деле, когда мы как бы вахтами по 4 часа, ты 4 часа спишь, 4 часа на вахте, 4 часа спишь, 4 часа на вахте. Ты за 4 часа настолько высыпаешься, в итоге в сутках ты спишь все равно больше. Но так как это большая физическая нагрузка, потому что ты постоянно компенсируешь качку, у тебя работают постоянно все группы мышц, ты там не доедаешь нормально, там, не досыпаешь нормально, тебя там бьет об потолок, когда ты спишь, ногами по голове тебя бьет или еще что-нибудь. От этого как бы сильно истощается организм. Но к этому тоже можно адаптироваться и получать от этого удовольствие. Неважно, на что мы смотрим, важно, как мы смотрим. То есть важно то, как ты к этому относишься. Если ты добровольно на это идешь и понимаешь, что тебе этого хотелось, ты этого получил, то все классно. Спать на яхте сложно. Спать на яхте нужно приловчиться. В разную качку спать на яхте можно так, там в разных позах. И на самом деле не такое большое количество поз, и быстро устаешь, потому что иногда при сильной качке нужно спираться. Допустим, я в носовой каюте спала, и там самая сильная качка, самые сильные удары от волны приходят, самое большое количество грохота от парусов, от такелажа, от всего вот этого. И там так получается, что можно распереться ногами между стенками и вот таким образом зафиксироваться. Либо если тебя больше качает на одну сторону, допустим, яхта идет под креном, то можно встать как бы на ноги, на стенку, упереться ногами в эту стенку и в таком полустоячем положении нормально поспать.
Бывает, что качка очень нестабильная, то есть то туда, то сюда, то вот так вот. И там уже просто либо смиряешься с тем, что тебя болтает постоянно, и у тебя то ноги взлетают, то голова взлетает, то тебя там где-то бьет, и просто ты уже, ну, так вот в полусне это все переносишь. Ну, либо как-то найти способ, можно повернуться там по диагонали там кровати или как-то еще там зафиксироваться, распереться. А когда не сильно качает, то, ну, как дома. Вообще, у меня, честно говоря, спалось даже крепче, чем дома, потому что, ну, физические нагрузки, они истощают, как бы, и спится очень хорошо, очень крепко, никаких проблем со сном у меня там не было. Бессонница не страдала. Киль, финкиль, килевого типа, ну, в смысле, плавниковый киль, как вот у обычных яхт. Да, не айс. Привет, Pets Program, привет! Так, из чата я на все вопросы ответила, никого не пропустила? Вроде бы никого. Хорошо, тогда поехали. Так, что с подрульками? Подрульки у нас нет вообще. Нет. У нас только винт гребной на двигателе. И мы серьезно думаем о том, чтобы эту подрульку установить под лебедками. Там у нас есть пространство для этого. И когда мы будем капиталить яхту, когда будем капиталить корпус, серьезно думаем прорезать дырку и поставить туда подрульку. Потому что яхта очень тяжелая, яхта очень мореходная, очень такая, ну, знаете, как вот танк такой. Ей управлять реально сложно. У нее инерция настолько... Вот легкие лодки, они как-то более маневренные. А тяжелая лодка, у нас только воды 800 литров. Только воды. И это почти тонна, если загруженная лодка, это ну, просто какой-то танк. Ее невозможно ни остановить, ни сдвинуть. Между тем, чтобы переключить переднюю и заднюю, вот включаешь переднюю скорость, лодка идет, идет, потом включаешь заднюю, проходит, наверное, секунд 30, прежде чем она такая медленно останавливается, говорит, ну ладно, пошли назад. А если перед тобой причал, то эти секунд 30 это очень много. То есть реально управлять ей очень сложно, и нужно прям заранее очень все предсказывать, к тому же у нее большой заброс кормы на заднем. Ну, он заброс кормы, в принципе, у всех есть, но у нас он прям такой именно жесткий. А если еще наложить на это ветер и волну удачную, то прям заброс может быть в плане до разворота. И довольно сложно. Поэтому мы подульку все-таки хотим установить. Вроде бы это технически выполнимо, и я надеюсь, что мы сможем. Ну, конечно, скорее всего, нужно будет привлекать специалистов, которые понимают, как правильно расположить, как правильно установить, потому что, честно говоря, я не очень понимаю. Надо будет разбираться. Винт складной. Ну, не то, что он не совсем складной, как вот в классическом понимании этого смысла. Там я вообще, честно говоря, думала, что у меня винт не складной, а просто вот 3 лопасти и все. Но когда мы не ныряли, когда мы намотали леску, выяснили, что каждая лопасть, она поворотная. Каждая лопасть относительно вала, она поворотная. То есть на ходу, когда идет давление воды, они поворачиваются, эти лопасти, ровно настолько, насколько им нужно сейчас повернуться, чтобы компенсировать вот эту греблю всю. То есть он не складной, но лопасти поворотные. Вот такой вот интересный, не слишком распространенный винт у нас. Дорогая ли подрулька? Честно говоря, я не знаю. Но я думаю, это 5 000, наверное, будет с установкой, не меньше. Я думаю, что подрулька стоит 2-3 000, и работа, все остальное тоже еще столько же. Я не знаю, честно, не узнавала еще. Это я так вот насколько я оцениваю, во сколько это может вылиться. Да-да-да, вот это называется регулировка угла атаки. Совершенно верно. Вот. Именно так это и называется. Спасибо за подсказку. Я читала про это. Просто забыла, как это называется. Цвет волос шикардос. Спасибо большое. Спасибо. Мне самой очень нравится. У меня тут голубые, розовые. Я хочу сделать в следующий раз поярче, но быстро отрастает. То есть уже вот меньше недели, как я покрасилась, уже отрастает. Так, что у нас еще?
Давайте вопросики заканчиваются. Чем у нас тут еще по вопросикам? Я же подключила на этой неделе монетизацию на канале. Я все никак не хотела ее подключать, все как-то откладывала, но думаю, ладно, YouTube, что ты делаешь, прекрати, я на все согласна. И тут, дело в том, что в момент подключения монетизации YouTube проверяется не только машинными алгоритмами, но еще и модераторами, то есть живыми. И в момент этой проверки YouTube как бы тебе присваивает некоторое, видимо, что ли, уровень канала, что ли, какую-то оценку. И мне повезло. Мне дали, видимо, хорошую оценку, и в момент подключения монетизации у меня прям поперло. Я сейчас даже не знаю, сколько... у меня за последние 2 видео с момента подключения монетизации статистика выросла раз в 20. То есть очень-очень сильно. И подписываются много новых людей, и пошел очень трафик с рекомендуемых видео, очень много пошло, очень много новых пользователей YouTube мне стал давать. То есть, в принципе, я не ошиблась. Подключать ее надо было, и, возможно, нужно было сделать это раньше. Так что теперь есть монетизация. На самом деле я понимаю, что, возможно, это какой-то дискомфорт приносит людям из-за того, что прокручивается реклама. Но, простите, такая плата за то, чтобы вести канал. Мне эти деньги, честно, они мне погоды не сделают. Эти не знаю, пара евро в день, сколько оно там капает, это не те деньги, на которые можно прожить ни в Ирландии, ни в Испании. Не ради денег, а раскрутки для. Прошу понять и простить. Да, Ютубу выгодно продвигать монетизированные каналы, это их хлеб, я прекрасно это понимаю, и просто я откладывала до последнего, я знала, что рано или поздно нужно будет это сделать, и вот я сделала. Прошу принять и простить. Так. Да и вообще она красавица. Спасибо большое. Очень приятно читать. Смотрела, как вы выбирали яхту. После перехода что изменили бы в яхте? Мы бы изменили столько всего. После перехода у меня прям открылись глаза, слетели розовые очки просто вдребезги куда-то туда за борт и утонули где-то в синих водах Балиарского моря. Изменить очень много чего хочется. Изменить хочется и расположение рулевого, и срочно понимаю, что нужен второй автопилот. Изменить хочется даже такие глобальные вещи, как подрулька или транец кормы, хочется изменить. Очень много чего, просто очень много чего. Я даже не знаю вообще, за что хвататься, с чего сейчас начать объяснять. Это прям... начнем с того, что нужно срочно менять систему управления парусом, особенно гротом. То есть если с Геной у меня, в общем-то, все плюс-минус понятно и все плюс-минус управляемо, то с гротом у меня там просто, о боже мой, нереально. Я не смогу сама управлять этим. Более того, как показала практика, нужно не менее 2 человек, а вообще только 3 спокойно справляются с тем, чтобы поставить и убрать грот. 3 человека для того, чтобы поставить грот, вы понимаете, это ненормально, это просто абсолютно ненормально. Поэтому систему управления парусом точно надо менять. Так как у меня есть трещина в гике, гик – это та палка, на которой располагается грот горизонтальная, и у меня есть трещина в держаке гика. То есть это, в принципе, не критично, и оно как бы ходит и еще походит, и просто эту пятку можно заменить. Но так как я на это все смотрю, и мне это вообще не нравится, я думаю, что, возможно, есть смысл поменять гик вместе с этой проблемой и поставить гик со скруткой грота в гик. Есть такая система, она не очень почему-то распространена, но, насколько я понимаю, это намного лучше, чем скрутка грота в мачту. Потому что если в мачту там что-то застрянет, это нужно лезть на мачту, чтобы эту проблему решить. А у гики она всегда в прямом доступе, и в общем, намного проще, намного надежнее система. И я думаю, что, в принципе, просто непонятно, сколько это будет стоить. Я даже еще не ресерчила этот вопрос. И не знаю. Мне кажется, это будет прям дорого. Это, скорее всего, еще потребует замены паруса, потому что я не знаю, мой парус сможет
туда свернуться или не сможет. Он, в принципе, с одной стороны с латами, а с другой стороны он без лат, и я не знаю. Наверное, это сложно. Ладненько, пошел, хорошего дня. Пока, Алекс, пока-пока. Приятно было пообщаться. Так, ставь электропривод на парус, одной рукой будешь работать. На лебедку имеется в виду? На лебедку, да. На электролебедке мне надо 2, как выяснила, как показала практика и переход. Лебедки надо 2, одну на стаксель-шкоты, потому что свернуть стаксель, ладно, стаксель можно, геную свернуть при ветре вообще нереально одному человеку, даже мужчине. Про меня и там и речи не идет. Мы реально вот втроем со всей силы тянули всей массы, которая у нас есть, обливаясь там волнами, потом, кровью и, не знаю, просто это нереально. У меня не работает это без электролебедки. Обязательно нужно, значит, на геную ставить электролебедку. И обязательно на грот надо ставить электролебедку, то есть под спрей-ходом. Но это не решит проблемы, что грот у меня никуда не скручивается, не убирается. В принципе, можно lazy back поставить, но там такая система рифления, что прямо в парусе есть кольца, на парусе они пришиты с 2 сторон, и на гике с 2 сторон крюки. То есть при рифлении вот эти кольца цепляются за эти крюки. И вот эта система рифления, она, конечно, может быть и ничего, кроме того, что нужно каждый раз подвязывать парус веревочками, а это в качке в море долго, сложно и как минимум опасно для жизни. Это, во-первых. Во-вторых, при подъеме у нас было такое, что парус зацепился за эти крюки и порвался. Просто получилась дырка в парусе. Хорошо вовремя заметили и остановили, перестали поднимать. Просто получилась дырка, которую мы заклеили специальным скотчем. Но это тоже ненадежно. То есть один человек должен держать крюки эти, чтобы парус не зацепился, стопора, через которые рифы запущены. То есть один человек все равно должен быть на палубе, как минимум при подъеме грота. Один человек должен быть в кокпите для того, чтобы держать левентик и следить за всем этим, крутить лебедку руками, если у нас не электро, у нас обычная пока лебедка. Поэтому, да. Электропривод надо ставить на... Кстати, интересно, кто-нибудь слышал о такой фигне, как установка электродвигателя на неэлектролебедку? Такое бывает, интересно, или нет? С одной стороны, мне логика подсказывает, что ничего невозможного в этом мире не существует, а с другой стороны, я что-то такого не видела. Не знаю, вот интересно, может, кто-нибудь такое видел? Может быть, это было бы... Потому что лебедки у меня на самом деле, в принципе, классные. Ну, если их... Мы их смазали, мы их обслужили, и мне кажется, они проходят еще, не дай боже, они еще больше меня обслужат. У меня есть огромные там такие вот лебедищи, которые вообще заменять очень жалко. Есть обычные стандартного размера, там я не помню, какой у них там диаметр, и все это очень... Они все почему-то по разным каким-то дюймам меряют какие-то разные размеры. То есть вот у меня на лебедке написано 32, а на соседней яхте 32, лебедка в 2 раза меньше, чем моя. Я не знаю, почему так. Поэтому в дюймах их мерить... Не знаю, короче. Вот. Так, сколько у нас уже? Полчаса в эфире. 38 даже минут. Чё, надо закругляться, чтобы не затягивать, а то потом кто это все смотреть будет? Вопросов больше нету. Что еще рассказать тогда? Кстати, из новостей, что я хотела еще уточнить. Из Украины, кто из Украины меня смотрит, открыли въезд в Испанию, то есть, точнее, Украина для Испании теперь в зеленой зоне. То есть без ПЦР, насколько я поняла, без прививок, просто по загранпаспорту, без визы, без ничего, у нас же без виз с ЕСом, садишься и едешь. Очень, очень кайфово, что открыли хотя бы для Украины. Но на самом деле, честно говоря, меня немножко это смущает, как вот человека с трезвым рассудком, учитывая, что в Украине практически никто еще не привит, открытая вакцинация только началась, а мешать привитую Испанию с непривитой Украиной, это закончится опять новыми мутациями вируса, новыми какими-то проблемами. Потом опять зимой будем сидеть в карантине.
Ну, что поделать. Это номер насадки катушки. Может быть, да. Но я не знаю. Ну, просто у меня лебедка вот такая вот, на ней написано 32 дюйма. Вот реально вот такая. А у соседа лебедка вот такая, на ней написано 32 дюйма. 32 дюйма чего? Чего? А какой насадки катушки? Ну, я вот разбирала, когда лебедку, ну, там есть штырь. Вот про этот штырь говорится, это насадка катушки. Ну, я думаю, они не отличаются там в 3 раза. Не знаю. Было бы интересно узнать, конечно. Вот. Надо почитать, чем они отличаются и почему одинаковый размер на разных. И вот когда, допустим, если я хочу купить лебедку, если мне нужна, допустим, лебедка под толстые шкоты, здоровая лебедка огромная, как мне выбрать ее размер по картинке? Не в дюймах разве размер? Так не сосед обманщик, у него на лебедке выбито заводской размер, ну, это теснение на лебедке на самой. Это же не сосед говорит, а лебедка говорит. Не знаю. Вот как купить эту лебедку, если, допустим, я вот посмотрела свою лебедку, на ней написано 32 дюйма. Я захожу в магазин, говорю, дайте мне лебедку 32 дюйма. Или там на СВБ заказываю на сайте. Смотрю, 32 написано, думаю, будет такая же, а придет вот такая, да? И что, как мне вот выбрать эту лебедку? Совершенно непонятно. Да, что еще у нас по новостям? Что-то интересно, вот хейтеры не заходят. У меня есть некоторое количество моих любимых хейтеров на канале, которые, ну, наверное, самые преданные мои фанаты, которые заходят на каждое мое видео, чтобы поставить дизлайк. Я вот не знаю, такой преданности, такой вот стабильности не от каждого поклонника добьешься. Вот честно, это прям очень такая стабильность приятна. А почему-то они не заходят совершенно на стримы. Интересно было бы пообщаться. Или заходят, ставят дизлайк и уходят, не знаю. Кстати, кто еще смотрит стрим, пожалуйста, поставьте лайки, кто здесь есть. Подпишитесь, кто не подписался, потому что, ну, это все очень важно для моего канала, и для меня. Это буду очень вам признательна. А еще лучше отпишитесь и подпишитесь заново. Это прям вообще будет круто. YouTube считывает это действие почему-то как активность. Хотя, в принципе, один и тот же человек отписался и подписался заново, а для YouTube это хороший сигнал. Вот. Приезжайте в гости в Waterford. О, а, кстати, а можно в Waterford ехать по нашим там ковидам? Я так поняла, вроде родмап почитала, там нет ограничений по... И, слушайте, я не знаю, как туда доехать. Я помню, как вы там ждали какой-то автобус, этот очень долго, и я, честно говоря, не знаю, может, когда вы будете в Дублине, лучше вы к нам? Я, честно говоря, не знаю, как туда добраться. Для меня это прям... Я так далеко по Ирландии никуда не ездила, только как-то по Дублину иногда. Да и вообще как-то по Дублину даже особо... Погода такая, что не позволяет особо куда-то поездить, погулять. По дождю вот это вот мотаться, ну, не знаю. Приезжайте лучше вы, пиво где-нибудь посидим, попьем, поболтаем, будет очень приятно. Я тоже захожу на каждое видео, только не дизлайки ставлю. Спасибо, Вовка. Спасибо тебе большое. Рада очень тебя читать. Уже поставил лайк. Спасибо за лайк. Приезжайте, конечно, поболтаем, посидим, выберемся где-нибудь в паб. Будет здорово. Как бы, почему нет? У вас же, наверное, еще мотоцикл есть, между прочим, в отличие от меня, я же вообще без транспорта тут. У меня весь транспорт мой, это яхта в Испании. Не, у меня велосипед есть, морской. Кстати, я в прошлом году купила велосипед Дахон, об этом есть видео на канале. И на нем было, ну, он был фирмы, ну, то есть фирма, модель Mariner D8. И тогда мне даже в голову не приходило, что значит Mariner, почему он так называется. Я тогда еще яхту не... Кажется, сразу после этого мы начали искать яхту. Но у меня даже в голову не приходило, почему он Mariner. А сейчас я погуглила, и знаете что? Этот велосипед, оказывается, морской, и он рекомендуется для использования тем, кто использует его на яхтах, либо возле моря. То есть он антикоррозионный, нержавеющий, все детали у него сделаны из каких-то классных этих
материалов, которые защищенные. И я прям так обрадовалась. Я все так переживала, что мой любимый велосипед у меня сразу поржавеет на яхте, но нет, все сложится хорошо. Вот. Так, номер телефона это ваш, да? А я, кажется, записывала. Не помню точно, кажется, я записывала. Но я потом еще запишу, чат сохранится, я запишу. Привет из Херсона. Привет Херсону! Привет! Рада слышать, рада читать, точнее. Привет из Ирландии, Херсону. Как там в Херсоне погодка вообще? Тепло, наверное, у вас, не то, что у нас. Да, на лебедке Харкин ставится очень просто. Харкин. А у меня не Харкин, у меня какая-то австралийская фирма, я забыла, как называется. Но там написано Made in Australia, и называются они... Я забыла как. Забыла. Но у меня где-то есть фотография, в принципе, могу найти, как называется, но, по-моему, не Харкин. А на другие лебедки, вот на какие-нибудь вот среднестатистические, любые вообще, в принципе, можно поставить моторчик вот этот? И, кстати, если кто в этом шарит, если, может быть, вот Евгения в этом что-то понимает, подскажите, какой мощности нужна электролебедка? Я начала гуглить эти электролебедки, и я вообще не понимаю, какую мощность мне нужно покупать. Они там измеряются, я так понимаю, в ваттах, и я не знаю, вот на грот, допустим, вот, чтобы оно тянуло мой грот, который я лебедкой еле тяну, даже на маленькой передаче. С какую мне мощность нужно на лебедку? И не будет ли она слишком здоровая в таком случае? Потому что, получается, она у меня будет в каюте, этот моторчик, внизу под палубой. Какой он будет размера и сколько ватт вообще надо, или какую мощность, или в чем она там измеряется. Может, в лошадиных силах, я не знаю, в чем мощность измеряется. Может, кто-то понимает в этом что-то больше меня. Была бы признательна за совет. У нас тут еще бот-ярд есть. Бот-ярд круто. Кстати, не знаю, как вот у вас там, но у нас все бот-ярды, все марины закрыты, и туда войти вообще нельзя. То есть вот, если у тебя там лодки не стоит, или ты не приглашенный от человека, у которого там есть лодка, туда войти не получится. Бот-ярд – это здорово. Бот-ярд – это очень интересно и очень здорово. Я бы поснимала, и даже, наверное, бы для ютубчика какой-нибудь видосик сняла. Было бы здорово. Можно, конечно. Интересно. Значит, надо гуглить. Спасибо. Спасибо за информацию. Есть кит переустановки под конкретную лебедку. Блин, вот в чем дело. Под конкретную лебедку. У меня-то лебедки старые. У меня лебедки, которые установлены были на этой яхте, блин, сколько? 37 лет назад? Ну да, где-то около того. И, может быть, под этой лебедкой уже ничего нельзя купить. Я не знаю. Сегодня 33 градуса, а так 36-38 в Херсоне. Классно, хорошо. У нас вот 14 градусов сегодня. Поэтому я сегодня сижу дома, никуда не пошла. Здесь пасмурно, дождь то срывается, то не срывается. Тучи низкие, тяжелые, злые такие, прям давящие. И в итоге я решила постримить из дома, потому что туда идти и мерзнуть вообще неохота. Как будет хорошая погода, еще погуляем по Ирландии куда-нибудь, по Дублину, пошаримся. Это судьба. Там в зависимости от диаметра барабанов. То есть, в принципе, под диаметр барабанов эти киты какие-то стандартные, да? Привет из Харькова. Привет Харькову! Родному, любимому Харькову из холодного Дублина. Евгений, спасибо за подсказки. Я поняла. Это очень хорошая новость. Это значит, что, возможно, мне не придется покупать прям новые электролебедки, которые стоят просто каких-то очень космических денег. Еще бы разобраться с мощностью, было бы вообще круто, потому что с мощностью мне совершенно непонятно. А если можно прям просто движок купить и сандалить к лебедусечке моей, то это прям большая будет экономия. Потому что лебедки у меня кайфовые, лебедки у меня классные. И, наверное, я не вижу причин их выбрасывать. Мне вот плиту, наверное, надо будет выбрасывать. Мне надо купить кардан,
убрать плиту, вместо плиты у меня микроволновку, вот эту микроволновку поставить, а сверху на нее газовую эту горелку поставить, и все, потому что плита у меня сейчас не на кардане, и она в переходах совершенно, ну, не может использоваться, потому что тут даже небольшой крен, качка. Когда ты находишься внутри, любая волна, ты же не видишь волны, и ты не можешь предсказать, в какой момент тебя швырнет в какую сторону. То есть готовить только на руках, то есть держать над огнем просто вот как в походе, там, я не знаю, кружку, и только так можно закипятить воды, а приготовить там суп или пожарить картошку, ну, это уже просто какой-то unreal. Поэтому вот эта бескарданная плита моя, она уже никуда не годится. Она была изначально на кардане, но потом предыдущие какие-то из предыдущих владельцев, почему-то этот кардан, видимо, сломался или что-то пошло не так, и они его просто удалили. И перекрутили саморезами просто эту плиту, бывшую карданную, к мебели. И она совершенно не качается, и когда качка, естественно, все с нее летит. Поэтому плиту надо будет тоже вот менять. Так, ребята, мы уже 50 минут настримили. Я думаю, это достаточно много для еженедельного эфира, поэтому будем, наверное, прощаться. Если вопросов больше никаких нет, мне было очень приятно с вами всем пообщаться. Вас всех очень-очень сильно люблю. Спасибо, что зашли ко мне на стрим, поболтали. Мне очень нравится этот формат такого вот живого общения, когда я прямо с вами, вот с настоящими живыми людьми тут вот беру и разговариваю. Это прям самый one love. Это очень круто, мне это очень нравится. Спасибо вам огромное. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте меня, обязательно смотрите мои видосики, и те, что уже выложила, и те, что еще выложу. Я вас всех очень-очень сильно люблю. До новых встреч, друзья. Всем пока.